Пхукет – один из самых известных курортов Таиланда и крупнейший остров страны. Здесь очень красивая природа, хорошо развитая инфраструктура, гостеприимные тайцы, тысячи массажных салонов и, как по мне, самая вкусная азиатская кухня. Я отдыхал на Пхукете несколько раз, объездил весь остров на байке, посетил все его основные достопримечательности и снял много кадров с дроном. В этом выпуске я расскажу всю необходимую информацию, которую вам нужно знать. Цены на жилье, еду, места, которые обязательно стоит посетить. И поделюсь советами, как организовать свой отдых максимально комфортно. Желаю приятного просмотра. Пхукет расположен на юге страны в Андаманском море Индийского океана. На самом деле это вообще небольшой остров. Его можно объехать несколько раз за день на байке. Его протяженность всего 50 километров с севера на юг и 21 километр с запада на восток. Но несмотря на то, что этот остров маленький, он очень интересный. Красивейшая природа, белоснежные пляжи, кокосовые пальмы, теплое море с видом на горы и очень развитая инфраструктура. На острове есть много отелей, рестораны, бары, заведения, спа-салоны, огромные торговые центры, очень хорошие дороги, вещевые, продуктовые, рынки. В общем, все для комфортного отдыха. Отдых на Пхукете подходит как для шумных компаний ночной жизни, так и для спокойного семейного отдыха. Здесь не составит труда найти место, где вы будете наедине с природой, только вы, белоснежные пляжи, пальмы, кокосы. В какое время года лучше ехать на Пхукет? Идеальным считается сезон с ноября по март. В это время преобладает сухая солнечная погода, море чистое, спокойное, теплое, температура воды 28 градусов, а днем на улице 30-33 градуса. Но это пик сезона, и, соответственно, самое большое количество туров продается на эти даты. Кстати, дайвинг тоже самый хороший зимой. С апреля по октябрь, как правило, погода становится более жаркой. Начинается сезон дождей, соответственно, влажность воздуха высокая, проливные дожди, и море уже неспокойное. Но это отличное время для серферов. Плюс мало людей, и цены становятся ниже. Смотровая площадка Каран, самая известная на Пхукете. Отсюда открывается шикарный вид на все три пляжа – Каран, Ката и Катаной. Много людей сюда приезжают, чтобы встретить закат, так как именно с этой стороны острова, на западе, солнце уходит за горизонт. Также отсюда можно увидеть статую Большого Будды на вершине горы. Площадка хорошо оборудована, есть беседка и бесплатная парковка. Рядом находится несколько ресторанов. Кстати, один из них русский. Здесь можно и провести закат. Транспорт. Большой плюс, как по мне, относительно, например, Бали. Здесь очень хорошие дороги и комфортно передвигаться на байке или машине. Но общественный транспорт развит плохо, поэтому самый идеальный вариант – это взять байк или машину и исследовать остров самостоятельно. По поводу аренды байка. Вы можете взять байк, даже если у вас нет никаких прав. Вам его выдадут, вы оставите в залог деньги, но если вас остановит полицейский, то выпишут штраф. Штраф 500-2000 бат, как договоритесь. Даже если у вас есть права, но они внутренние из категории Б на машину, вам выпишут аналогичный штраф. Что вам нужно иметь? В идеале это права, международные, такая белая бумажечка с открытой категорией А на мотоцикл. Помимо байка, для перемещения по острову можно воспользоваться услугами тук-тука. Это такие разноцветные машины с кузовом, в которые установлены лавочки для пассажиров. С музыкой, в общем, весело, забавно. Но такой момент, договаривайтесь о цене заранее, потому что как только они вас привезут на локацию, могут назвать вообще рандомную цену за поездку. Еще проверенный вариант – это такси. Рекомендую пользоваться приложениями Bolt, InDrive and Grab.
It looks like a child. This elephant is love dancing. Статуя Большого Будда. Одна из главных достопримечательностей Пхукета. Но, к сожалению, была закрыта 2 сентября 2024 года. По словам СМИ, причина кроется в том, что сошел оползень и погибло 13 человек. Оползень начался с парковки рядом со статуей, которую расширили больше нормы. В некоторых источниках также написали, что статуя будет вовсе снесена. Так это или нет, время покажет. Но я надеюсь, что главная достопримечательность останется, и вы ее сможете еще посетить. Место на самом деле очень сильное. Оттуда открывается панорама на весь остров. По дороге на статую вы можете увидеть много слонов, покататься на квадроциклах и заехать в парк с тиграми. Рядом со статуей по-прежнему работает кафе, поэтому можете прокатиться туда даже сейчас. А сейчас пару слов об IT и бизнесе. Студия разработки Dynamic IT специализируется на создании мобильных приложений, интернет-магазины и сайты-каталоги, приложения TMA и чат-боты внутри Telegram, интеграция и автоматизация с CRM-системами. В Telegram-канале публикуют полезные статьи для бизнеса, показывают детальный процесс работы команды и реализованные проекты, а также консультируют и помогают с написанием технического задания. Переходите в канал и получите сертификат на 25 тысяч рублей на услуги студии. Предложение ограничено. QR-код на экране сканируйте. А еще компания ищет партнеров по всему миру, которые хотят начать свой путь в сфере IT. Для этого не нужно быть программистом. Команда научит нанимать правильных людей, расскажет всю специфику этого бизнеса и научит продавать услуги на высокий чек и строить успешный бизнес. Если вы уже работаете в диджитал-сфере, это отличный шанс увеличить ваш средний чек и прибыль, добавив разработку мобильных приложений, интернет-магазинов в список ваших услуг. Начните зарабатывать дополнительно 500 тысяч рублей в месяц и откройте для себя возможность путешествовать и зарабатывать удаленно. Все подробности в телеграм-канале, сканируйте QR-код на экране. Ну а мы продолжаем смотреть выпуск. В один из дней меня друг пригласил в тур на большом катамаране на другие острова. Нас собралось 8 человек, веселая компания, рыбалка, закат, гидроциклы, вокруг постоянно меняющиеся виды, разные острова, чувство свободы, знаете, такое прям ощутил, и было наслаждение каждой минутой. Мы делали остановки, пообедали на супер уютном и маленьком острове, покатались на джет-ски, вообще невероятные эмоции. В общем, было все очень-очень круто. У меня остались яркие воспоминания с этого дня. Перед закатом резко сменилась погода, все небо затянуло и даже пошел дождь. Но удача была на нашей стороне, и мы смогли все же насладиться шикарным закатом в открытом море. Mister, thank you for that trip. Yeah. Давайте теперь поговорим о ценах. Первое. Жилье. Достаточно большой разброс цен. Если говорить про бюджетное, ночь в хостеле обойдется от $10. Средний сегмент это 3-4 звезды отели либо апартаменты, $30-50 за ночь. Пятизвездочные отели, более премиум сегмент, от $100 за ночь. Если вы планируете остаться на долгий срок, то аренда квартиры выйдет $300-700 и выше в месяц, в зависимости от района, ну и, конечно, размера.
Если говорить про уличную еду, то порция паттайя либо риса с курицей выйдет 1-2 доллара. В кафе за одно блюдо 3-7 долларов, в ресторанах от 10 и выше. На рынках есть огромное количество свежих фруктов, манго, кокоса, ананасы, бананы. Цены 1-3 доллара за килограмм. Если готовить самостоятельно, то бюджет на еду закладывать примерно 200 долларов в месяц. Примерный бюджет жизни на Пхукете на одного человека. Итак, жилье 300-700 долларов, еда 150-200 долларов, транспорт 60-100, экскурсии 100-200 и в общей сумме это 700-1500 долларов на человека. Доброе утро! На Пхукете есть немало заведений, где можно не просто вкусно позавтракать или поужинать, а сделать это на чили и с красивым видом. Вот один из примеров такого заведения, куда мы пришли с подругой на завтрак. Чил-зона — классное место, поэтому если будет у вас свободное время, рекомендую посетить. На Пхукете есть несколько популярных пляжей — Патонг, Карон и Ката. И если вы смотрите тур, либо бронируете жилье на весь срок, то стоит сделать правильный выбор, чтобы ваш отдых был более комфортным. Самым известным и посещаемым туристами пляж является Патонг-Бич. Находится в западной части Пхукета, 40 километров от аэропорта. Если вы хотите насладиться не только пляжной жизнью, но и ночной, то это идеальное место. Здесь достаточно много выбора отелей по приемлемым ценам. Ночная жизнь, как я сказал, здесь кипит. Та самая шумная улица Бангал-Роуд находится именно здесь, которая не замолкает до утра. Если вы, кстати, не знаете, что это за улица, рекомендую сходить и узнать. This is guys from New Zealand, yeah? We love Russia! We love Russian guy! He's from Russia! We love you! Следующее место — Карон-Бич. Отличное место для отдыха с большой компанией или с семьей с детьми. Здесь достаточно много заведений, где можно послушать живую музыку, белый песок, но большинство заведений закрываются до полуночи. Пляж Ката разделяется на две части — Ката-Я и Ката-Ной. Отдых здесь получится более размеренный и спокойный. Идеальный выбор для пар и семей с маленькими детьми. Ката-Ной славится красивыми отелями на берегу моря. Здесь огромное количество заведений на любой вкус, но, как правило, они закрываются к 10 часам. Если вы хотите купаться на менее людных пляжах, до них немного сложнее добраться. Вот, например, Сурин-Бич. Я оставил байк на парковке и прошелся минут 15 пешком. На всем пляже было около 10 человек. Чистая вода, белый песок, в общем, достойно. Локацию пляжа можно найти на Google карте по названию. This way go to Lamsing Beach. Wow. Yeah. Как мне сказал мой друг, который живет на Пхукете уже несколько лет, если хочешь увидеть самый красивый рассвет в своей жизни, езжай ночью на локацию Самет на Viewpoint. И да, ребятки, рассвет меня правда здесь ждал волшебный. Я живу в районе Раваи, это самая нижняя точка Пхукета, и оттуда ехать до локации 80 километров. Около 2 часов заняла дорога. Лучше приехать заранее, так как на своем транспорте вы можете доехать только до парковки.
Дальше нужно воспользоваться местным автобусом. На Смотровой есть кафе, где можно позавтракать, и, кстати, там же есть отель, который называется Самент Накше Бутике. Стоимость номеров от $200. Забронировать отель можно, например, на booking.com. Когда я был на Пхукете второй раз, я еще раз приезжал на эту локацию, но уже днем. Виды были по-прежнему очень впечатляющие. Такой еще интересный момент. В июне 2022 года Таиланд стал первой азиатской страной, которая легализовала марихуану. И вот представьте, что ко всем плюсам, которые я описал, добавить еще огромное количество кофешопов на каждом углу, вот такие вот огромнейшие баннеры по всему острову. Я, честно, был дико удивлен этой новости, но это, конечно, поспособствовало большей популяризации курорта во всем мире. Во всех уголках Пхукета можно найти огромное количество ресторанов с тайской кухней. Также в туристических местах есть европейская, китайская, индийская кухня. Русская тоже есть, так что если захотите борщ или сырники, то можно найти. Меню в ресторанах составлено на тайском, английском языках. В некоторых местах продублировано на русский. Во многих районах Пхукета есть рынки, на которых можно купить фрукты, овощи по самым низким ценам. Кстати, еда на рынках свежая, вкусная, поэтому не бойтесь пробовать. На Пхукете свыше 30 буддийских храмов, но самый известный, пожалуй, это храм Wat Cholong. Красивое место, куда обязательно стоит приехать на мопеде или экскурсией. Вход сюда бесплатный. Храм находится в южной части Пхукета, в районе Чолонг. Здесь можно увидеть образы, скульптуры, настенную живопись, изображающую жизнь Будды. Храмовый комплекс состоит из нескольких зданий, большинство из которых можно заходить и фотографировать. Обязательно необходимо разуваться у входа, и девушкам нужно быть в закрытой одежде. По всей территории можно совершенно свободно гулять. Кстати, на территории храма находится строение, похожее на улей, в котором очень часто взрываются петарды. Так тайцы благодарят добрых духов за услышанные молитвы и отпугивают злых духов. Несколько идей, как разнообразить отдых на Пхукете. Посетите хотя бы один из нескольких островов: Рача, Семиланы, Пхипхи, Джеймс Бонд. Вы можете легко добраться на лодках и катерах до них. Если вы отдыхаете с детьми, посетите аквариум, аквапарк или зоопарк Пхукета. Там можно посмотреть шоу с участием слонов, змей, обезьян. Заберитесь хотя бы на один вьюпоинт и посмотрите на остров с высоты. Также можно посетить буддийский храм, о котором я рассказал. Выберите для себя что-то из активного отдыха. Это может быть канатная дорога в джунглях, рафтинг по горной реке, серфинг, например, и многое другое. Не забывайте баловать себя полезными для души и тела тайскими массажами. Там 1000 массажных салонов. Также попивайте коктейльчики вкусные прямо на пляже, и можно попробовать шопинг. Кстати, с Пхукета можно добраться до не менее значимых курортов Таиланда, провинций таких как Краби, Пхангна. Многих интересует вопрос: Бали или Пхукет? Куда полететь на отдых? Давайте начнем с того, что это две разные страны. Абсолютно разная культура, свои традиции, обычаи, разная еда. Даже климатические зоны разные. И как это можно сравнивать? Везде есть свои плюсы и свои минусы. Пхукет более такой уютный, маленький, его можно исследовать за неделю. Бали — большой остров. Я считаю, что нужно как минимум месяц, чтобы понять и посмотреть основные достопримечательности. И выбирать вам, что комфортнее, какая культура для вас ближе и приносит удовольствие. Либо, как это делаю я, продолжать исследовать дальше. Поэтому не буду сравнивать. Могу порекомендовать посмотреть видео на моем канале про Бали. Я прожил там 1,5 года и поделился своим опытом жизни и рассказал много-много всего интересного. Спасибо, ребятки,
что были со мной в этом видео, досмотрели до конца. Надеюсь, что оно получилось полезным, и я дал общее понимание об этом острове. На самом деле, такой формат видео я практикую первый раз, потому что я снимал его на английском языке, и чем переозвучивать все, я решил сделать основную выжимку. Поэтому напишите, пожалуйста, обратную связь в комментариях, понравился ли вам такой формат. Я могу рассказать его также про Китай и про другие страны, где я был. Ну а на моем канале скоро будет выпуск про Саудовскую Аравию. Друзья, это что-то невероятное. Поэтому ставьте колокольчик и следите за выходом следующих выпусков.